Всем привет, друзья! Сегодня я снова с полезной информацией. Сегодня попробую сделать одну пасту по совету одного из подписчиков. Подписчик пишет, что он делает ее следующим образом. Берет пищевую соду, перекись водорода, любое мыло или средство для мытья посуды. Консистенция пишет, что должна получиться как густая сметана. И после также заявляет, что эта паста отлично очищает практически все. То есть подписчик моет ему посуду, и сковородки, и кафель, и плиту, и сантехнику, шкафчики на кухне. То есть, по идее, как бы все. Сегодня я сделаю эту пасту, и мы ее протестируем. Итак, определенных пропорций не было указано, поэтому я буду брать ингредиенты на глаз. То есть для начала возьму, я думаю, ложки 3 пищевой соды. Дальше беру перекись водорода. Попробую взять для начала 1 столовую ложку. И все перемешаю. И также попробую взять 1 столовую ложку моющего средства. И вот такая получилась у меня паста. В принципе, как и писал подписчик, получилась консистенция густой сметаны. Конечно, получилось ее немного, но если, я думаю, делать прям на запас, целую там какую-то баночку, то надо увеличивать пропорции. А так, в принципе, с пропорциями я угадал. То есть я брал 3 ложки пищевой соды, брал ложку перекиси водорода и взял ложку моющего средства. В принципе, получилось неплохо. Как раз та консистенция, которая нужна. И сейчас посмотрим ее в действии, как она очищает. Итак, попробую почистить свою вот эту раковину на кухне. Тут, конечно, есть у меня такие пятна всякие, как бы нечистые, грязи. Ну, она не такая прям сильно грязная, камера может не сильно передает. Ну, тут есть что почистить, можно попробовать. Может она станет светлее, белее. То есть беру сразу пасту, то есть беру ее на губку и сразу начинаю чистить. Тут же еще сода выступает как в роли абразивы, так что я думаю, результат должен получиться отличный. Итак, полностью почистил я раковину. Сейчас смою эту всю пасту и будем смотреть на результат. Итак, все я полностью домыл, дочистил. И вот такой великолепный результат у меня по итогу получился. Я думаю, видно, что было до и после. Теперь она стала аж прям блестеть, что буквально можно свое отражение увидеть. Тут у меня даже в самой раковине внизу прям такие, я думаю, даже было видно на камере, видно, такие были коричневые, желтые какие-то пятна. Все полностью очистилось, без каких-либо серьезных усилий. Теперь все блестит и сияет. Так что паста действительно работает. Отличный рецепт, то есть подписчик дал, отлично все работает. Берите на заметку, рекомендую. То есть проверил, все правда работает. Сегодня хочу поделиться с вами интересным рецептом домашнего спрея против пыли. Я нашел этот рецепт на просторах интернета и теперь хочу сегодня с вами им и поделиться. Надеюсь также, что сегодняшняя информация окажется для вас полезной. Итак, для приготовления этого домашнего спрея мне понадобится литр такой комнатной где-то температуры воды. Дальше понадобится кондиционер для белья. У меня вот такой вот вариант Ленор. Но можно взять любой другой, даже самый дешевый. Можно брать не обязательно сильно концентрированный. Можно, я же говорю, повторюсь опять же, взять какого-нибудь с фикс прайса, либо, допустим, со светофора. Можно какой-нибудь самый обычный взять. Его понадобится 1 столовая ложка. Добавил кондиционер, размешал. Далее добавляю 5 столовых ложек. Можно взять уксуса, то есть можно взять 6%, либо 9%. Понадобится 5 чайных ложек. И последним ингредиентом будет соль. Я беру экстра, так как она лучше всего растворяется. Ее понадобится почти чайная ложка, такая вот неполная соли. Также добавляю и все хорошенько теперь перемешиваю.
Теперь все это дело хорошенько прям перемешиваю, максимально хорошо размешиваю все это дело. Теперь этот раствор полностью готов. Также хочу отметить, что у него такой как бы антистатический эффект за счет того, что здесь присутствует кондиционер. Он хорошо размягчает загрязнение, также действует как антистатик, плюс также и за счет добавления уксуса и соли, это тоже действует как антистатик. То есть, если использовать, протирать этим раствором те поверхности, которые, допустим, у вас в квартире самые такие находятся на видном месте, где скапливается достаточно много пыли, и если убирать эти поверхности с помощью этого раствора, то пыль на них будет оседать значительно меньше. То есть, естественно, пыль с квартиры или дома, она никуда не исчезнет, она, естественно, вся ваша, вам ее потом придется, естественно, убирать, допустим, пылесосом и так далее. Но на тех поверхностях, где вы протрете этим раствором, то есть она будет собираться гораздо меньше за счет антистатического эффекта. То есть она будет падать и как бы отталкиваться и падать на пол. А, допустим, мне легче собрать уже с пола тем же пылесосом, гораздо легче, чем постоянно ходить каждый день там или через день протирать все поверхности. Поэтому сейчас покажу также его в действии, как он, в принципе, работает, как я им протираю. Итак, перелил я этот раствор в такую вот бутылочку удобную с пульверизатором. Вот такой вот раствор. Также в помощнике мне понадобится вот такая вот салфетка. Беру вот такую вот, вы можете любую другую для себя удобную тряпочку взять. И теперь действую следующим образом. Просто беру это средство против пыли, так вот наношу на эту тряпочку. Немножко так смочил. И просто сразу вот так вот раз и приступаю, то есть к уборке, сразу протираю поверхность. У меня тут она, конечно, не сильно такая запыленная поверхность, но тем не менее уже можно протереть. Пару дней, может, я где-то не протирал. Вот так вот, как говорится, одним движением руки просто протираю. И после этого, как все просохнет, пыль будет оседать гораздо меньше. Можно будет на некоторые дни забыть про уборку этой поверхности. Также плюс ко всему остается приятный аромат после этого средства на поверхности. Поэтому как бы получается также не совсем и дорого. Получается довольно бюджетное средство. Поэтому если кому то есть актуально и не понравился этот рецепт, можете попробовать. Также это действительно работает. Я протираю все поверхности только с помощью вот этого раствора. Конечно, я сейчас это не буду демонстрировать, просто показал на одной поверхности, как я это делаю. Поэтому смело можете брать на заметку. И на этом у меня сегодня все. И всем пока!